звонила маме из училища. В какой-то момент я ей сказала, что мне очень тяжело, мне кажется, я не могу. Я еще ни разу этого не говорила. И мне очень неудобно это говорить, конечно. Впервые увидела пару дней назад. Правда. Главный тренер сборной Америки по синхронному плаванию сказала, что у меня лучшие ноги в мире. Синхронистка вот так вот уходит медленно под воду, и там просто начинается своя жизнь. Это можно снизу снимать. И вот это спасибо диджею. Ой, этот момент самый интересный. Мне вообще так повезло, что в нашем маленьком городе Гатчина была секция синхронного плавания, и мама меня решила отдать только потому, что мне нужна была какая-то физическая нагрузка, и правда, мне нужно было немножко похудеть. Потому что я любила покушать, блинчики, бабушки, все дела, мы все это знаем. Соответственно, меня изначально не хотели брать в группу, потому что я была не в той весовой категории. Но все понимали, что это не профессиональный спорт, а это больше хобби, это больше так, чтобы детишки чем-то занимались, и все. То есть это было просто развлечение, просто любимый спорт. Просто ходила, потому что нравилось. И мы тренировались еще, сначала тренировались по 3 раза в неделю, потом уже ежедневно, но это все равно был не профессиональный спорт. И вот только с 13 лет переезда в Москву он стал профессиональным. Но вот когда вы переехали в Москву, уже профессионально начали тренироваться, были моменты, когда хотелось бросить? Звонили маме, говорили: забери меня отсюда, не хочу здесь быть. Когда переехала в Москву, 13-летний ребенок из маленького города, не знаю, что такое метро, не знаю, что такое жить одному, потому что все время под крылом была мама, бабушки. Конечно же, первый месяц, наверное, я была в шоке, потому что и тренировочный процесс был в 2 раза длиннее. Мы тренировались утром 3 часа, вечером 3 часа. И в этот момент где-то между нужно было находить время для учебы. Спасибо учителям из училища Олимпийского резерва, потому что в 12 часов ночи реально ко мне приходили учителя и говорили: Света, надо за голову браться. И приходилось учиться, да. И были моменты, когда я звонила, правда, я прямо вот сейчас не знаю почему, это единственный момент, когда я помню, что я звонила маме из училища, в какой-то момент я ей сказала, что мне очень тяжело, мне кажется, я не могу. На что спасибо моей мамочке, она мне сказала: давай ты поспишь, и завтра будет новый день, и ты примешь решение. То есть мне никогда не ставили никакие все это в штыки, то есть мне говорили о том, что ты сама будешь принимать все твои решения, мы тебя поддержим. И я проснулась на следующий день уже со светлой головой, поняла, что какая жизнь у меня будет без синхронного плавания? Никакая, я не могу без него. И чем я буду заниматься? Потому что я пока не представляла и не представляю сейчас жизнь без синхронного плавания. И вот тогда я сказала: мама, я, наверное, погорячилась, и она сказала: я так и знала, что ты так ответишь. Если посмотреть на путь, который вы проходите сейчас, ваше осознание, чем пришлось пожертвовать ради большого спорта? Наверное, что касаемо жертв, общением со сверстниками, с кем-то дружбой, мне кажется. Но я, кстати, ни о чем не жалею. Те люди, которые должны быть сейчас со мной, они, правда, со мной. Потому что у меня вообще немного друзей, очень мало, очень мало. И это искренне те люди, которые давно, наверное, со мной, которые знают меня, которые еще знали меня не как олимпийской чемпионкой. И они прошли весь путь со мной. Хотя я бываю не особо общительной. Бываю, правда, не особо общительной. Я люблю быть самой собой, потому что, не знаю, может быть, из-за переезда в юном возрасте я не особо могла доверять всем, тем более Москва такой жесткий город. Как проходил процесс того, что вы учились доверять девочкам, которые с вами в команде? Конечно, когда приходит новый человек в команду, например, все не знают, кто его. У нас очень много в России синхронисток, да? И все поначалу притесняются друг к дружке, начинают находить какой-то общий язык, разговаривать, то есть какие-то интересы находить, может, помимо спорта. И потихонечку, это все не сразу, потому что мы не знаем, кто мы, какие мы. И потихонечку со временем, когда ты уже в работе начинается с того, что ты начинаешь уже доверять команде, тем более, когда вы понимаете, что у вас одна единая цель.
несмотря на то, что у нас женский коллектив, да, ну, понимаем, что бывают разлады, причем, ну, наверное, нашей команде повезло, их не так много. Это больше такие какие-то, ну, рабочие моменты. Вот, ты уже понимаешь, что нужно доверять партнерше и доверять всей команде. И, ну, как бы, чтобы было понятно, что ты за человек, нужно уже раскрывать, чтобы было лучшее общение и, соответственно, слаженная работа. А вот вы сказали, много девочек в синхронном плавании. Насколько высокая конкуренция? Вот как раз-таки насчет конкуренции в синхронном плавании. Буквально пару дней назад прошел отбор в команду сборной России. Татьяна Николаевна его провела. И было очень много спортсменок. Она даже не всех допустила, потому что, ну, это нереальное количество. Она выбирала тех, кто был уже как-то причастен к юниорской сборной, там, к юношеской сборной, те, кто был рядом со сборной, какие-то, ну, в какое-то иное количество мест занимал, потому что, ну, просмотреть там 300 человек за день, это нереально. Там было около, ну, я не буду врать, может быть, 50 человек, но это и так заняло с 8 утра у девочек до 6 вечера. То есть целый день они вот нон-стопом тренировались. Да, это как конкуренция. Иногда нужно, чтобы показать себя, мне кажется, нужно идти по головам. Ну, ни в коем случае не во время тренировочного процесса, а во время вот формирования команды, потому что Татьяна Николаевна из этих, допустим, вот 20 человек, которые сейчас поедут на сборы, будет выбирать. Ну, вот, да, у нас команда 14, но я думаю, что намного меньше, потому что есть девочки, которые, наверное, останутся в спорте еще, ну, которые олимпийские чемпионки. И микс-дуэт уже сформирован, поэтому вот в 2 раза меньше. И тут каждый будет себя максимально проявлять, чем он лучше. Поэтому все мы были в этой тарелке, да. Мы не шли по головам, ни в коем случае мы там не старались прям вообще вот я или там пинали, ну это некрасиво. Но показать это все в работе максимально на что ты способен, и главное желание. Главное, чтобы горели глаза. И я помню, 2010 год, как раз-таки я пришла в сборную, и там было пустое место. Я еще не выучила программу, плохо ее знаю, у меня было 2 дня, чтобы ее выучить, 2 дня, вы понимаете? А там пустое место, и я понимаю, что это мой шанс, даже если я буду пороть там, даже если я буду что-то делать неправильно, я буду, вот хочу показать и доказать не только себе, но и Татьяне Николаевне показать, что вот я хочу, правда, я вот заслуживаю этого места, и да, я там порола, она мне говорила, выходи, пожалуйста, из группы. Я выходила на раз, потом вставала. Ну, то есть я показывала реально свое желание. Мне кажется, это громко говорить, трудолюбие самой себе, но мне кажется, я трудолюбивый человек, я честно работала и честно вообще добивалась результата. Татьяна Николаевна очень строгий тренер. И бывало ли у вас когда-нибудь, чтобы она выгоняла вас с тренировки? Знаете, что касаемо строгого тренера, у нас менталитет в стране такой, по-другому никак. Я это знаю уже с годами. Нам нужен и кнут, и пряник. Она умеет это сделать вовремя и прекрасно понимает. Поэтому были, конечно, моменты, когда она нас выгоняла. Да. После этого были разговоры, собрания. Было такое, но мы всегда знали, что в данной ситуации, наверное, мы не правы. Очень часто говорят про то, вот столько лет уже вы занимаете первые места. В чем вообще ваш секрет? И Татьяна Николаевна уже более 20 лет в сборной. И вот благодаря Татьяне Николаевне все это держится. И благодаря этой невероятной женщине, которая, мне кажется, жертвует просто всем, что мы сидим на закрытой базе, она сидит вместе с нами и всегда честно работает. И, правда, я очень благодарна. И я надеюсь, что в тот момент она заметила меня в 2010 году. Давайте поговорим про ваш со Светланой дуэт. Вы помните, как вообще вас подбирали в дуэт к Светлане? И насколько вам было волнительно? Или вы, наоборот, с предвкушением? Как проходил этот процесс? И считали ли вы так, ну вот сейчас я действительно достойна быть в дуэте? Или были сомнения? Звонит Света. Я думаю, чего звонит? А прошла, получается, это получается 2012 на 2013. Прошли Олимпийские игры в Лондоне. Свет мне звонит и говорит, привет, Свет, у меня к тебе предложение. Не хотела бы ты попробовать себя в дуэте? Я еще ни с кем не разговаривала, вот мы с Татьяной Евгеньевной пришли к такому выводу. Я ей говорю, это шутка? Она говорит, нет, это не шутка. Я говорю,
Я даже не знала, что ответить, потому что я морально была к такому не готова. Потому что я знала, в принципе, в глубине души, что Наташа Ищенко на тот момент возьмет отпуск декретный, вот, перерыв, и что кого-то будут искать в пару к Светлане. Я была уверена, что это максимально буду не я, потому что были девочки, которые были на Олимпийских играх, на тот момент олимпийскими чемпионками уже стали, и как бы я была уверена, что меня не выберут. И их выбор пал на меня. Я вот не знаю, настолько благодарна сейчас Татьяне Гене и Свете за их выбор, потому что это поменяло намного мою жизнь, изменило. И когда только началась работа, я, честно, дома чуть ли не каждый день маме звонила и плакала, потому что я понимала, насколько я не дотягиваю по уровню Светы, и насколько это, наверное, больше была боязнь подвести ее, не только ее, но и Татьяну Евгеньевну. И вот, в тот момент мне хотелось прям по максимуму показать, что я понимаю, что я хочу, и что я хочу исправить, но исправлялась слишком сильно. Вот. Ну ничего, потом этот момент исправили, и как-то все воединое целое сложилось. Поэтому я не говорила Свете, что я очень плохая и очень сильно переживаю. Она еще лишний раз там не переживала по этому поводу, чтобы ее не мучить, поэтому старалась, мне кажется, сама справиться с этим. Если я уйду с тренировки и знала, что я не доделала, не что-то исправила, не знаю, не с чистой душой, как я говорю, то потом у меня будут переживания. А так вот на старт нужно выходить с тем чувством вообще на тренировку, что я сделала все для того, чтобы достичь какого-то результата. И у меня тогда чувство будет выполненного долга присутствовать во мне. И к чемпионату мира, сколько получается, сентября месяца, за 8 месяцев, за 9 месяцев мы подошли, мне кажется, в отличной форме, что разница, мне, по крайней мере, кажется, разница уже была намного меньше, чем она была сначала. Сначала была пропасть. Про чувство выполненного долга. Я читала в одном из интервью, вы говорили, что боитесь чувства невыполненного долга. Да, вы когда-нибудь его испытывали, не знаю, перед соревнованиями, на тренировках? И в чем это выражалось? У меня такое чувство, что у меня оно есть за одни соревнования, если честно. Я еще ни разу этого не говорила. Мне почему-то кажется, не знаю, что я как-то немножко не до конца честно доработала в одном сезоне. Я не буду в каком говорить, но в сезоне спортивном. И на момент выступления все, конечно же, хорошо закончилось, да, там были первые места, но я понимала, что я что-то как будто не доделала, потому что я была максимально недовольна своим результатом. Мне казалось, что где-то я в какой-то момент нечестно работала, и вот так вот получилось, что результат не стопроцентный. Я прям до сих пор чувствую, что вот за тот сезон, значит, я не максимально выложилась или сделала что-то нечестное, или, может, где-то не доработала. Вот мне прям такое вот впечатление создалось, правда. Кто, может, догадается, кто будет смотреть. Может быть, догадается, а может быть и нет. И пусть это будет такой маленькой интрижкой. На 100% довольна я выступлением только одним. Заметьте, 11 лет прошло. Это Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Все. Но я больше не смотрела пока. Мне надо несколько лет, чтобы потом посмотреть программу. Я очень сильно разочаровываюсь чаще всего. Но я смотрю на себя. И да, там понятное дело, что мы столько работаем, все вроде классно заканчивается, все супер. Но я нахожу какие-то супер маленькие моменты, где я с собой недовольна. То есть могла бы сделать лучше. Почему не сделала в тот момент, не знаю. Это буквально градус, там, не знаю, миллиметрик, там, может, где-то улыбнулась не так, может, там рот открыла. Но это вот такие моменты, глупые моменты. Вот это я могу за это себя съесть, мне кажется, иногда. Поэтому я очень долго не смотрю соревнования. Я еще не смотрела Олимпийские игры в Токио. Мне иногда тяжело живется, зато повезло моему мужу, что я не смотрю видео синхронного плавания с утра до вечера. Но я смотрю другие команды, китайцев, например. Пишу в переводчике, там, синхронное плавание, Китай, сезон 2021, и еще и видео, а у них там все закрыто. Свет, а в чем ваша уникальность как синхронистки? Я так понимаю, что, в принципе, сложно, с одной стороны, да, синхронисткам выделяться, потому что все-таки
все должно быть синхронно. Мне повезло с детства. Благодаря своим родителям у меня красивая стопа. Да, спасибо мамочке и папочке за это. И мне очень неудобно это говорить, конечно. Но мне Андреа Фуэнтес, это бывшая синхронистка, призер Олимпийских игр из Испании, сейчас нынешний главный тренер сборной Америки по синхронному плаванию, сказала, что у меня лучшие ноги в мире. Но мне, правда, так это самое неудобно, естественно, потому что очень много красивых ног. В какой-то мере, может быть, меня это выделяет, когда я стою вниз головой. А муж вас вообще поддерживает? Какие слова говорит перед стартом, после стартов? Перед стартом мы не общаемся. Нет, на самом деле, перед стартом максимально сфокусирована, что он знает, что меня трогать не нужно. И он мне пишет, мы переписываемся часто, и когда мы на сборах, там, на соревнованиях, созваниваемся, но если я не отвечаю, допустим, он знает, что это сейчас неподходящий момент. Там, да? Потом после соревнования, естественно, я первому звоню, я ему звонила с медалькой, он говорит, давай фотографию с медалькой, все дела покажи. Ну, так как профессиональный спортсмен, он сам, конечно же, мне кажется, у него есть какие-то несбыточные мечты. Он сам мечтал побывать на Олимпийских играх, но, к сожалению, это пока не осуществилось. Ну вот, поэтому он рад, что... Ни в коем случае не завидует, ни в коем случае, что вот, у меня это получается. И искренне радуется за меня, правда. После Токио, когда вы решили, что вы остаетесь, да, до Парижа, что он сказал? Он за то, чтобы вы остались? Первый же разговор был, естественно, с ним, с моим мужем, по поводу продолжения карьеры. Мы ехали в машине, буквально прошло дня 4 с моего прилета. Я говорю, ну вот у меня такие мысли, мне главное твое решение. Правда, я от этого буду отталкиваться, потому что я понимаю, что меня нет дома, не знаю, очень много времени. 2 месяца я, наверное, дома в общей сложности, остальное все время я на сборах. Я говорю, готов ли ты еще 3 года потерпеть вот такие разлуки? И он мне сразу сказал, даже не думай, конечно же, ты знаешь, что я фанатик, как он сказал, фанатик спорта, я фанат этого всего. Я прекрасно тебя понимаю, если ты хочешь, ты двигайся вперед. Я только за. И на самом деле я была удивлена, потому что я думала, что будет максимально другой ответ. А тут и у меня такая в душе радость была, я вообще была вообще благодарна ему так за это. Это супер, конечно, что вот такой, с таким пониманием вошел, хотя понимаю, что мне 28, ему 32, и как бы нам нужно и о детях говорить, правильно же, и мы хотели, и мы хотим, и мы как бы об этом много говорили, но решили, что есть еще время чуть-чуть подождать и полностью выжить все со спорта. Я без спорта не могу. Правда не могу. Вот 2 месяца прошло. Хоть у нас вот такой вот нон-стоп график, но мне уже грустно становится, я уже не знаю, что мне поделать иногда. Благодаря разным интервью только и делаю куда-то езжу, а просто лежать на диване, это не наша история немножко. Поэтому да, я пока не могу без спорта. Вы говорите, да, что бывают тренировки, на которых тяжело руки опускаются. А можете вспомнить какую-то из последнего, может быть, последний год был тяжелый, ту тренировку, когда было очень тяжело? Самая большая, даже не тренировка, наверное, была, это тот день, это в 2020 году, в марте, число не помню, 24 или нет, когда Олимпиаду переносят. Тогда я даже не сдерживала слез. И мы со Светой дальше, когда все отменили, не знали, что нам делать, как нам двигаться, чем нам заниматься. Понимание того, что соревнований никаких не будет, а еще целый год, и для спортсмена целый год — это равносильно, я не знаю, чему, просто 5-летию какому-нибудь. Правда, всем было нереально тяжело. Когда вот пару месяцев рукой подать Олимпийские игры, а тут тебе говорят, год и пару месяцев еще давай, и у нас заново счетчик пошел. Это жестко было, наверное, это самый тяжелый момент вообще. Нам с годами моральнее тяжелее становится, потому что мы более становимся сентиментальными и более
начинаем скучать по семье, когда ты молодой такой задорный, ты даже не думаешь об этом. Я вам клянусь, в молодом возрасте думаешь только в физическом плане, стараешься себя тяжелее в физическом. А во взрослом возрасте тоже физически готов, тут уже с головой надо со своей разговаривать о том, что ты жертвуешь своей семьей, допустим, ради чего это? Ради своей цели. И поэтому мы все находимся в этой ситуации только по своим каким-то желаниям, только ради своих целей. Поэтому вот иногда происходит этот процесс в голове, когда ты должен вот это преодолеть, потому что иногда начинаешь жалеть себя, плакать, о, семью не видела там месяц, как же так, как же я без них, как же там они без меня, а потом включаешь голову и думаешь, а ради чего я тут тогда? Это наш всех выбор, нас никто тут не держит. Вот поэтому остаются в сборной только самые сильнейшие. Половина не выдерживает морально, когда приходят, и бывают через пару дней уходят, понимая того, что они не готовы терпеть всю эту нагрузку не только в физическом плане, но и вообще моральном, отпустить свою семью, не видеть родных и близких. Ну, как бы, есть все время сидеть на тренировках, потому что до этого тренировались там в Москве в свободном режиме, грубо говоря, видели своих родных, ходили там гулять, а тут ты на базе, закрыт. И это тяжело, и очень немногие выдерживают это, очень многие отсекаются. Что касаемо семьи, которая живет в Гатчине, мне стыдно сказать, я их впервые увидела пару дней назад. Правда. Всего пару дней назад. И я редко удается приехать в Гатчину. Ну, потому что у нас, допустим, есть день выходного, но я же не поеду, не полечу на один день выходного. И ты тратишь свою энергию, свои силы, не дай бог, заболею где-то, потому что иммунитет снижен во время тренировочного процесса, особенно на пике. Вот. И, ну, ты жертвуешь, опять же, чем-то, и ты не видишь свою семью. Что касаемо мужа, ну, каждый выходной, когда у нас был момент, когда мы могли уезжать с базы, я всегда видела мужа и своих собак любимых. А насчет семьи мне стыдно, конечно, что я так редко их вижу, ну, в силу обстоятельств. Я надеюсь, что они меня понимают. Если говорить про группу и про произвольную программу, достаточно, но она сильная. Я знаю, что спортсменки даже попросили больше не выступать с молитвой после Олимпийских игр. И создавалась она, Татьяна Николаевна, в очень тяжелый период. Вот как вы чувствовали эту программу и что вы вкладывали своего, чтобы это показать зрителям и судьям? Программа «Мольба» впервые была показана в 2015 году на чемпионате мира. К нам в этот момент повезло, что она была в Казани. И главное в этой программе это была душа спортсменки. Знаете, можно делать упражнение какое-то вот так, а можно с душой, то есть прям показывать все это. И мы максимально все, не обговаривая это, не обговаривая вообще, все максимально отдавали душу этой программе, потому что она настолько пронзала каждого до костей, что тут даже можно было делать все без слов. Мне кажется, эта программа самая какая-то вот душевная, с историей, и каждый ее прожил, и каждый ее через себя как-то пропустил. Потому что мы в тот момент как раз с Татьяной Николаевной все это проходили вместе с ней. Она же на тренировках, когда она уедет, мы все на базе, она вместе с нами. И мы видели, как ей тяжело, но она ни в коем случае этого не показывала, ни в коем случае, никогда. Вот, но мы пытались ее всегда поддержать в этом плане, помочь, чем мы сможем. И отдавались на тренировках на 1,000,000%. И вот благодаря этому, благодаря Татьяне Николаевне и благодаря вот общей командной работе получилась вот эта программа просто замечательная. Правда, ее было жалко потом оставлять, потому что, мне кажется, вот я же сказала, что самое лучшее выступление было в Рио-де-Жанейро. Соответственно, ну и дальше нельзя было показывать, но вдруг она как-то не так уже пройдет другим составом, да, там, потому что девочки поменялись, и мы, вот финальная точка, она была прям в Рио, прям четко. Когда тренеры стоят в углу, вот этом несчастном углу, куда их ставят, бедные наши тренеры, боже мой, им там ничего не видно, и они у них переживают. Мне кажется, они даже так стоят, переживают и не видят, как программа проходит, потому что как белая пелена какая-то. Она плакала уже после того, как выставили оценки, мы к ней все подбежали обниматься.
целоваться. Вот, тогда уже она дала волю эмоциям, да, но до последнего держалась, не показывала. Но когда уже были оценки, хотя бы после нас еще выступал Китай, мы уже понимали, что нереально большее количество. По общей сумме там нереально. Им надо было 110 баллов набирать, чтобы... Но это нереально. Вот, поэтому, да, она прям тогда, правда, мы все вместе плакали. А вы когда пересматривали эту программу? Каждый раз за душу берет. Мне еще самое интересное, что я быстро забываю программу в плане того, что какие движения там были. Я вообще забыла, какие там движения было, когда смотришь, как будто заново вот это, ну, не помнишь движения. Вот все это, наоборот, помнится. Движения всех программ, не знаю, за все свои 16 лет в сборной команде России. А вы меня спросите, что я делала в предыдущем соло, я все его забыла, правда. Вот я не знаю, умею удалять из корзины своей в голове ненужную информацию. Вот, помню только те программы, которые на этот сезон. Вот, я вот к чему это? К тому, что я посмотрела программу, я как будто каждый раз в первый раз, потому что я вообще не помню, что я там делала, и думаю, вау, какая интересная задумка. В общем, да, это здорово. Вот вы сказали, что эта программа «Мольба», она про душу спортсменки. А какая душа у спортсменки? У каждого своя, у спортсмена. Но я надеюсь, что моя душа, она добрая, открытая. Она, по крайней мере, стараюсь такой быть, добрая, открытой. И для меня самое главное оставаться человечным. Потому что, да, есть 3 медали, все думают, что сейчас пошли, крутые такие, и все, недосягаемые. Но это не так, мы обычные люди, потому что, да, в спорте у нас получилось чего-то достичь, а в жизни ты обычный человек, правда, и нужно оставаться человечным, нужно помогать людям, нужно протягивать кому-то руку в нужный момент, и я вот стараюсь, для меня это самое главное в жизни, остаться, несмотря ни на что, человечным. Это вот прям у меня записано прям дома. Всегда я говорю, я сказала мужу, если что-то поменяется, если ты увидишь какие-то изменения, правда, во мне, потому что медаль тебе когда дают золотую медаль, ты же сразу думаешь, какой ты крутой, ё-моё, ты добился своей цели. И вот главное вот этот момент не переступить. И да, бывают моменты, когда ты выходишь такой ура, ура, ура. Но момент звездности его надо притушить и быть нормальным, обычным человеком. И вот для меня один из главных страхов реально вот приступить в эту грань и забыться, и стать вот такой вот надменной и крутой. И поэтому мне муж говорит, если ты видишь, что что-то меняется, ты мне сразу же вот так вот сказать нужно. Вот. Но он говорил, что все нормально. Слава богу. Слава богу, что такого не было, потому что я реально этого очень боялась. Что касаемо жизни, да, сильный человек, 100%. Я иногда дома, вот мы с мужем, мне кажется, такие 2 альфа вместе, 2 барана. Бывает, вот я такая, вот я хочу вот это, я этого добьюсь, привыкла сама все делать. За всю свою жизнь я привыкла все делать сама, что, я как бы не прислушиваюсь ни к чему мнению, вот так должно быть, значит, так должно быть, я хочу это делать. А тут мы с мужем, когда вот только начали встречаться, и он такой, я понимаю, что ты должна уступить мужчине, потому что он главный в семье, но иногда я включаю, что типа нет, я хочу вот так вот, и, потом через какой-то момент сдаюсь, понимаю, что мне приходит осознание, алло, Света, ты чё, ты же слабая женщина, я вот с этим борюсь, потому что я дома сильная, правда, очень сильная, мне кажется, мне слишком много иногда в этом плане, чуть поспокойнее надо быть. После Олимпиады в Токио Ольга Ивановна Васильченко, это мой тренер с МГФСО, я человек мира. За Ленинградскую область, за МГФСО, за юность Москвы и за сборную команду России. Вот, она мне подарила такую замечательную подвеску и очень символичную. Я сначала не увидела, она думала, медведь, здорово, той, с тобой красивый. А с другой стороны, она говорит, я увидела и сразу же увидела, что это как паутина, паук своего рода. Правда, я таких не видела. И вот вы мне перед интервью сказали, что это символ успеха, да, медведь. И я теперь еще более трепетно буду относиться к этому подарку и вообще снимать не буду. Хотя на соревнованиях нам нужно обязательно снимать все. Вот, иногда девочки вот так делают, но это секрет. Знаете, стоят там проверяющие, у нас там сережки, вот это все. И вот, а девочки с кольцами стоят обручальными. Вы когда стоите перед тем, как выйти на программу, у вас обычно такие, знаете, серьезные лица.
а потом по щелчку, и вы сразу... Да. Что происходит в этот момент? Вот когда момент вы серьезный, потом что помогает вам переключиться и что происходит в голове? О, этот момент самый-самый интересный. Даже не то, когда ты делаешь программу, потому что это происходит на автомате, и как бы все это не стоит. А вот этот момент самый крутой просто реально, когда ты стоишь на старте, со Светой все уже тренеры ушли, готовишься, там остается, поправляешь зажим последние секунды, и у тебя вот здесь просто вот так вот бьет адреналин. Ты понимаешь, что ты его сейчас не можешь выплеснуть. Тебе нужно еще чуть-чуть, буквально 15 секунд его покопить. Ты говоришь о Свете, держишься за руки, ну и начинаешь считать. Подходишь к помосту, и все, если это улыбки, то, я говорю, 7, там, 5, 6, 7, 8, и пошли. В нашей жизни перед стартом это вообще такие эмоции крутые, правда. С одной стороны, страшно, с другой стороны, интересно, с третьей стороны, волнительно. А потом прыгаешь в воду, и все уже. Ну, круто было на Олимпиаде, круто было на Олимпиаде. Нам прям драйва, кстати, вот это придало настолько с музыкой там. Нам не хватало ни... Вот я понимала, что да, адреналин где-то чуть-чуть есть, но не тот, который прям, когда трибуны ревут. И мы вышли достаточно спокойно. И когда мы сели и поняли, что музыка не та, и вот это, спасибо диджею, придало нам реально вот той энергетики, которой нам не хватило. И я считаю, что это своего рода даже, наверное, в лучшую сторону повлияло на нас, и более так драйвово потом вышли. Понятное дело, что тренеру в этот момент было в 500 раз хуже. Нам было вообще нормально, мы вообще не дрогнули. Но вот это заряда, вот, которого благодаря диджею, вот, нам ему не хватало. Вот. Потом хватило. Поэтому интересный опыт, интересный, правда, опыт. Никогда не думала, что со мной такое произойдет, потому что когда я в 2004 году, мне было 11 лет, я смотрела Олимпийские игры, и когда у девчонок выключилась музыка, я не верила, что такое на Олимпийских играх может произойти. Я просто думала, боже мой, у меня что-то самая маленькая была, но я так переживала. А тут со мной такое происходит через 17 лет. Вот, и я совсем по-другому вообще это все восприняла, и вообще не дрогнули, и настолько мы, наверное, морально готовы были, стабильны. Ну и спасибо за такой заряд эмоций огромный. Но сейчас есть осознание, что вы трехкратная олимпийская? Нет, естественно, нет. Но я просто смотрю на эти штучки, еще у бабушки в Рио. Я сейчас заезжала, посмотрела медали из Рио, потому что у меня все там медали у нее хранятся. И для меня это ничего не меняет в моей жизни. Это здорово, что твоя мечта сбылась, это здорово, что даже 3 медали, да, получилось золотых завоевать. Это очень круто. Но мы не забываем, что мы же спортсмены не на всю жизнь, да, после этого начинается вообще другая жизнь. Поэтому, ну, то, что ты в этой сфере деятельности стал, да, трехкратным олимпийским чемпионом, это вообще круто. Ну, жизнь продолжается, и остаемся человечными, о чем мы говорим, человечными, и просто двигаемся дальше. Я, наверное, одна из первых приняла решение остаться в команде. Еще в августе месяце, если не ошибаюсь, ну, чтобы не томить решением своих тренеров, потому что я понимаю, что им нужно тоже строить планы, кто с кем что дуэт будет делать, там, да, в групповых упражнениях. Поэтому я Ценгине через неделю, правда, сказала: Ценгина, не переживайте. Она была, правда, очень рада, но я надеюсь, что искренне рада. Вот, дальше работа начинается у нас скоро совсем, и мы готовимся к чемпионату мира в Фукуоке в 2022 году. В мае, который будет, можно говорить, я думаю, что это уже официально было написано в ТАСС, что я буду с Варварой Субботиной в дуэте, я с ней уже выступала в 2018 году. Прекрасная, талантливая спортсменка, амбициозная, очень молодая, в общем, задорная будет меня своим молодым возрастом подстегивать, это иногда это уже пенсионный фонд считать нашего синхронного плавания. Вот, поэтому работать будем, честно работать будем,
Не знаю, над какими программами, не могу пока сказать, не обговаривали. Вот, настраиваемся пока на чемпионат мира. Должен быть еще чемпионат Европы в августе месяце. Не могу точно сказать, будем ли мы выступать там, не будем, как бы не знаю. Вот, но вот как-то так. Я иногда просто могу смех без причины у меня быть. Я дома начинаю ржать. Ну или какой-нибудь... Ой, ну это некрасиво говорить ржать. Смеяться. Смеяться дома начинаю сильно. Ни с того, ни с сего. Ну, могу какое-нибудь видео посмотреть. Я смеюсь сама с собой. Ну, мне муж приходит, смотрит, ты в себе вообще, говорит. Я говорю, мне смешно, я не могу иногда не остановиться. У меня просто слезы из глаз льются. А я потом забываю, зачем я даже смеюсь. А мне все равно смешно. Ну, короче, это бывает. Ну, нормально так. Мне Гриша, он говорит, признак без причины. Ну с мужем мы что-то шли в Дубае. Я такая достаю невидимый телефон, начинаю ему звонить, говорю, я тебе что-то звоню. Он говорит, ты думаешь, это смешно? Я говорю, да, давай поговорим. Но я не знаю, с чего я это взяла вообще. Вот, ну, иногда мне как-то бывает слишком смешно, и я, бывает, сама себя... У меня хорошее настроение, и бывает плохое, но когда очень хорошее настроение, я какие-нибудь шуточки за 200, как я говорю, отмораживаю. Смех в нашей команде — это наше все. Можем идти под воду, если пузыри, видите, идут, значит, синхронистка там просто умерла от смеха, реально. То есть, ну, мы, тренеры, не очень красиво смеяться. Вот, нужно, ну, с понятным лицом. А потом вот синхронистка вот так вот уходит медленно под воду, и там просто начинается своя жизнь. Это можно снизу снимать. Вот. Поэтому смех, ну, как бы это все конструктивно, без всяких. Ты ни в коем случае не каждые 5 секунд там Татьяна Николаевна говорит ошибку, а ты ржешь. Нет. Но иногда смех, правда, нас спасает в нашей команде. У вас есть жизнь над водой и под водой. Хорошо, что тренерам не видно, что там происходит под водой. Была тематическая вечеринка, короче, типа костюмированный был день рождения Саши Паскевич. Это все было на кругом. Есть видео у Аллы Шишкиной. И я купила себе в маскарадном костюме, заказала в интернете костюм Мишлена. Когда я вошла, я думала, девки просто умрут от смеха. Там кто-то был печенькой, как вот из Шрека, кто-то там еще какой-то принцессами были. Я вот это вот надувное чудище. Ой, это было смешно, конечно, вот. Ну, прикольно, что все тут такие креативные, что-то придумывают на свои дни рождения, потому что мы все празднуем на базе дня рождения. Вот, и стараемся каждый как-то удивить, может, какие-то сюрпризы, ну, даже не знаю, но все время какие-то вот эти вот моменты, они запоминающиеся. И последний вопрос. Что вы можете пожелать самой себе? В нужных моментах быть слабее в плане бытовом, в семейном плане. Наверное, я себе пожелала быть чуточку слабее, немножко слушаться мужа. Вот, так, трудолюбие еще больше. Не знаю, куда еще больше трудолюбия, но я себе пожелала бы еще больше трудолюбия в спорте, честности. Не только по отношению к себе, но и по отношению к окружающим, честности, доброты, оставаться доброй, помогать, помощи, взаимопомощи кому-то. В нужное время отдавать, протягивать руку, помогать кому-то. Здоровье, конечно же. Это важно в нашем виде спорта, очень важно здоровье. Не только себе, но и своим близким я пожелала бы здоровья. Ну и чтобы все мои намеченные цели, планы, они осуществились. И мы все счастливые люди, у которых есть крыша над головой, еда, и, ну, как бы там мы зарабатываем и в нормальных условиях живем. Мы счастливые все люди, ну, я, наверное, вообще счастливый человек. Так, главное это все не потерять, не упустить, и остаться в плане вот самой себя нормальным человеком. Самое главное. Спасибо, Вам спасибо большое, это клево.